Так, меня вроде бы видно, слышно. Так, сейчас включу планшет, чтобы видеть ваши вопросы, ответы. Если вдруг будут вопросы, пишите. Буду время от времени включать планшет и смотреть, что же вы спрашиваете, и сразу стараться отвечать на вопросы. Здесь еще будет QR-код. Так. Так, видно меня, слышно. Напишите кто-нибудь что-нибудь в чат, чтобы я могла проверить. Так, никого не вижу пока что, даже не знаю, в эфире я. Так, отзовитесь. Ну вот, мне уже написали первое, что меня видно и слышно. Устраиваюсь поудобнее. Так, не вижу, сколько народу в сети, но в любом случае начинаем работу. Ровно 11 утра у меня. По Москве это получается 7 вечера. И сегодня, да, кстати, хочу уточнить, я нашла эфир прошлый, который был. Оказывается, он сохранился у меня на моем личном аккаунте. Не знаю, как так получилось, но я его нашла. Мы делали также юлу в другом цвете, упаковала уже где-то. Там я постаралась подробно все показать, объяснить. И сегодня мы будем делать юлу в бархате. Давно я не обрабатывала как бы отдельно две половинки. И вот как раз сегодня предоставился такой случай. И именно две половинки. Когда нет возможности обработать как бы две половинки отдельно, то я оборачиваю и собираю все на макушке. Сегодня мы делаем вот такой вариант. Бархат я буду использовать вот такого золотого цвета. Брала я его у Виктории. Сюда я подобрала кисточку. Конечно же, колпачки. Так, юлы. Все спрашивают, где взять юлы. Юлы сейчас закончились везде. Юла у меня, она считается 8 сантиметров, но она идет там 84-85 миллиметров. Мне также понадобится вешалка, ну, много других материалов, но я думаю, по ходу работы будем с вами разбираться. Вешалка у меня идет 3 миллиметра и примерно 21-22 сантиметра. Складываем красивой петелькой, ровненькой. Одеваем в колпачок. Да, кстати, задали колпачок какого размера. Он у меня 10 миллиметров. Высота 10 миллиметров и диаметр колпачка тоже 10 миллиметров. Завязываем узелок. Все затягиваем и пока отложим. Так, и теперь подойдем к заготовкам. Заготовки есть вот на одной заготовке, они закрываются вот так, но в данном случае вот этот припуск нам не нужен. Поэтому мы будем его откусывать. Я беру кусачки, плоскогубцы, у кого что есть. И пальчиком придерживаем, чтобы в глаз не полетело. И вот так откусываем все это. Здесь я уже не могу камеру остановить, поэтому буду кусать вот так, как есть, и все вы будете видеть. Обычно, когда я снимаю урок, я покажу там 2-3 сантиметра, и затем все вы делаете самостоятельно. В прямом эфире, как я говорю, может случиться все, что угодно. И, конечно, все это занимает время. Но раз вышла сегодня в прямой эфир, покажу, все расскажу, и у вас будет также возможность оценить, сколько времени уходит на изготовление игрушки. И вот так мы все откусываем.
Именно на юлах пластик такой очень крепкий. На шарах он не такой крепкий. Вот на юлах он прямо такой очень-очень такая достойная юла. Крепкий такой пластик. Ну, все можно откусить аккуратненько вот так. И, как я говорю, придерживаем, чтобы не полетело в глаз. У меня тут на днях один кусочек полетел. Было очень неприятно. Вот, откусили мы все. Так, мусор сразу убираем, чтобы он нам не мешал и никуда не... Так, вот еще. И теперь нам вот эту часть, где у нас такие маленькие зазубрины, нам надо ее попилить. Или у вас наждачка берем, вот так пилим, я беру грубую пилку и пилю. Так, я, наверное, сейчас попилю это прямо в мусорник, чтобы здесь не крошить. Ну, вот я вам показываю. Сейчас вы не будете видеть, просто будете слышать. Ну вот, моя заготовка спилена. Очищаем все. Тоже в мусорник сразу. И наши заготовки готовы. Что мы делаем дальше? Сейчас мы их будем обтягивать бархатом. Здесь главное правильно выбрать, чтобы у нас ворс шел вниз по юле. Чтобы не получилось, что у вас одна сторона смотрит вверх ворс, другая вниз. Вот я нашла. Так, вот, по-моему. Да, вот у меня вниз все смотрит. Беру одну из заготовок, любую ткань. Я раньше отрезала как бы кусочек, сейчас я не отрезаю, сразу, можно сказать, на ткани делаю, и потом, когда уже подклеиваю низ вверх, тогда отрезаю. Наношу немного клея и вот так растягиваю, подклеиваю. Даю закрепиться. Очень важно, чтобы здесь все закрепилось, потому что потом мы будем натягивать сильно-сильно. Так, кто-то пишет, не видно. Так, проверяю еще раз. Все должно быть видно. Вроде бы слышно, но не видно. Так, пишите, пишите. У меня рядом стоит планшет, я все вижу. Теперь на эту сторону подклеиваем. Вот таким образом. Ничего, что здесь образуется складка. Ничего страшного. И на эту сторону подклеиваем. Вот туда все. Здесь вот это лишнее можно сейчас, можно потом отрезать, чтобы не создавать утолщение. Так, сейчас не подклеила до конца. Хватаюсь и за одно, и за другое. И не подклеиваю. Хочется побыстрее, но в прямом эфире быстрее не получится. Так, все мы здесь подклеили. Теперь мы сильно-сильно натягиваем вот так ткань по юле. Вот таким образом. Я располагаю так, чтобы у меня была возможность натянуть вот с этой стороны. Так, все скользит. Немножко неудобно на камеру снимать, но ничего. И вот так вот подклеиваем второй край. Ну вот, посмотрите, поспешила. Так, начинаем сначала. И у меня бывают погрешности. Все, сейчас не спешим. Хочется сделать все побыстрее. Как я говорила в эфире, может случиться все, что угодно. Вот случилось. Начинаем по новой. Заклеиваем вверх. Все, теперь держу, никуда не спешу. Заклеиваем одну часть. Прошлый эфир продлился, по-моему, 1,5 часа. Сегодня примерно так же будет. Так, снова здесь клей. И все подклеиваю. Так, держу, чтобы все подклеилось.
Если вам что-то не нравится, переделывайте сразу. Вот я сразу, видите, убрала оттуда все. Так, теперь у меня тут все заклеилось. Так, еще чуть-чуть подстрахуюсь. Вот здесь подклею, чтобы никуда ничего не убежало. Так, теперь, надеюсь, все уже тут держится. Теперь натягиваю ткань. Вот так сильно-сильно-сильно. И подклеиваю внизу. Да, все держится, вот все идеально. Так, что у нас там творится? Слышно, слышно. Девочки, напишите, видно меня или нет. Должно быть... Так, клей для страз. Какой именно клей для страз, там девочки спрашивают. Так, что теперь делаем дальше? Теперь вот так понемножку снизу начинаем клеить. И бархат утягиваем вовнутрь. Вот. Чтобы здесь никаких складок не было. Вторую сторону. Как вы заметили, я не отрезаю от ткани. Когда-то мне говорили, что я не экономлю ткань. Ну вот, научилась немножко вот так, более экономно. И, конечно, набила руку, поэтому все уже видно и слышно. Отлично. Вот так все натягиваем, все. Все должно быть ровно и красиво. Так, все эти нити убираем, тут тянется. Купила клей какой-то, он ужасно тянется. Надо перед использованием засунуть его в холодильник, тогда он меньше тянется. Так, ну вот одна сторона, можно сказать, у нас уже практически обработана. Вот этот кусочек сразу вот туда затягиваем, все. Так видно и слышно. Я так глазком периодически смотрю телеграм-канал, что там творится. Вот, получается очень чистая, аккуратная заготовка. Наверное, для новичков, если начинать, вот этот способ более такой удобный и легкий. Я когда-то тоже с этого начинала. Ну что, вот у меня тут почти уже все подклеено. Сейчас лишнее отрежу и подклею места, где не подклеились. Вот таким образом. Вот видите, остаются некоторые места, где я, может быть, там не доклеила. Я наношу клей и утягиваю все вовнутрь, все подклеиваю. И лицевая сторона заготовки у нас вот такая аккуратная, красивая. Конечно же, вот это все потом убираем лишнее. Я не люблю, когда в игрушке вот много всего этого, поэтому все убираю. И мне девочки иногда присылают свои фотографии, и я вижу, что бархат такой не совсем плотный, и когда на свету, то все это просвечивается, и внутри видно какие-то там излишки. Так, одна заготовка у меня готова. Ну что ж, приступим ко второй. Вот я бархат не переворачиваю, поэтому я не путаю, где у меня ворс, как бы. Поэтому вот здесь можно чуть ли не вплотную, вот так, к самому краю, потому что там у нас все равно будет колпачок, и все будет спрятано. Так, сейчас включу снова телеграм-канал. В Москве слышно. Так, отлично. Всем привет в Москве. Очень рада, что сегодня смогли присутствовать. Объявляла о трансляции заранее.
Не всегда получается сразу всем ответить, и, конечно, разница во времени, но стараюсь. Конечно, вести соцсети, все это столько времени отнимает, просто кошмар. Но как-то пытаюсь справиться. Работаю я одна, как я уже сообщала. Вот. Помощников найти, ну, трудно, очень трудно. Вот. Вроде бы и хочется, но хочется, чтобы делали все идеально. Ну, так как я не скажу, что я придирчивая, но хочется, чтобы было хорошо. Так, вот теперь я поклеила, снова утягиваю вот сюда вниз все. Ой, извините, зацепила камеру клеевым пистолетом. У меня очень такой длинный вот этот стержень, и я случайно зацепила. Так, ну что, начинаем снова все подклеивать. Клей, вы заметили, я размазываю. Не просто туда его наливаю, так скажем, выдавливаю, а размазываю вот таким образом. И меньше клея уходит, и лучше держится. И когда вот пальцами прижимаю, не жгет. Если будет там большая капля, то это все может сжечь. И продолжаем работу. Да, кстати, вчера выложила подробное видео по DI коробке, коробка для самостоятельного изготовления. Наверное, многие уже видели. Вот сейчас жду QR-коды. Завтра, послезавтра они придут и наклею на коробке. При сканировании этого кода будете автоматом переходить на урок, на который вот я уже выложила. Там все необходимые материалы, даже с запасом. И многие меня спрашивают, девчонки из России. Эти коробочки будет собирать Виктория. Вот как раз сегодня-завтра я ей дам все данные, так скажем, все размеры, и она будет собирать коробочки, так что не волнуйтесь. Россия тоже получит коробочки для самостоятельного изготовления. Эти коробки, конечно, не для профессионалов, это для тех, кто хочет попробовать, как это делать елочные игрушки. Конечно, если уже понравится, тогда можно закупать материалы и что-то делать. Просто многие хотят попробовать, но не знают, где взять материалы, сколько материалов надо, потому что, как всегда, бывает, что по незнанию набираем много, а потом все это лежит мертвым грузом. Кому это знакомо? Мне знакомо, когда я начинала. Вот. Но сейчас я жду огромную посылку от Виктории. Как я говорю, там у меня, по-моему, 25 килограмм счастья. И я буду подбирать, разбирать все и буду делиться, покажу распаковку, потому что там будет очень много новинок, которых еще никто не видел. Поэтому, ну, в общем, буду делиться. Так, снова я подрезала все, убираем все лишнее. Вот, подклеиваем то, что мы не подклеили. Обязательно. Нельзя так оставлять. Все, надо все аккуратно. Вот если где-то что-то сомневаетесь, все обязательно подклеивать. Теперь можно убрать излишки. Вот таким образом. По возможности убираем практически все, что вообще там можно. Ну, во-первых, чтобы не утяжелять игрушку. Ну и все. Ну что, заготовки готовы. Снова мы весь мусор убираем. Мусор со стола постоянно надо счищать, иначе он цепляется за все. Так, и вот такой способ обработки низом. Мне он пришел в голову, я решила поделиться. Здесь я буду использовать, так, куда я делаю эти квадратики? Вот только что под рукой были, нашла. Так, на столе не схватить. Вот мой квадратик. Сюда же пойдет бусина. Да что ж такое, все потеряла. Секунду. Так, выкладывала же бусину на стол. Так, сейчас. Так, потеряла. Сейчас вернусь, секунду. Где же мои бусины?
невозможно все предусмотреть. Вот, бусина нашлась. И теперь мы одеваем. Вот моя леска. Бусину. Вот сюда. Так, квадратик, какой размер? Сейчас. Вот отличный вопрос. Так. Вот видите, сразу очень удобно, что у меня размер квадратика идет 25 на 25. Эту филигрань я уже использовала. Такая очень удобная. Так, и что мы сейчас делаем? Я беру и вот эту часть вот так надрезаю. Разделяю вот эти вот детали. Вот таким образом. И буду проходить кисточкой через середину. Так, и я делала прошлую илу, там немножко мне было неудобно работать. Что я делаю сейчас? Я беру и вот так вот чуть-чуть прогибаю вот эти края. Потому что когда уже на готовое, не совсем удобно, поэтому лучше это сделать сейчас. Совсем чуть-чуть с одной стороны и потом с другой стороны. Вот таким вот образом. И теперь одеваю кисточку через квадратик. Квадратик у нас вот так одеваем с лицевой стороны. Филигрань тоже можно купить у Виктории. Да, филигрань у нее тоже есть, можно у нее купить. Вот, и теперь вот так все протаскиваю. Протаскивается немножко тяжело, но вот все протащила. Вот такая конструкция у нас получается. И теперь нам надо завязать 2 узелка. Я стараюсь узелок протащить как можно ниже к вот, основанию вот тут квадратика. Так. Ну вот, примерно вот так. И сразу делаю второй узелок. Тоже подстраховываюсь, если уже кто-то будет рвать эту кисточку зубами, чтобы ее не вытащили из игрушки. Я всегда подстраховываюсь. Многие спрашивают, пришивать филигрань или нет. Обязательно пришивать. Так, теперь мы берем вешалку, подклеиваем ее вот сюда. Узелок у нас остается внутри. Вот таким образом. Так, чем-то прижимаем холодным, чтобы все это дело быстрее. Так, и... Ой, извините, да что ж такое. Кисточку тоже мы подклеиваем. Я кисточку примеряю сначала. И вот этот узелок, вот этот, держу его вовнутрь. Для чего я это делаю? Потому что потом мне неудобно будет, когда я клей нанесу, все это дело туда заправлять. Поэтому чуть-чуть отодвигаю. Теперь наношу сюда клей. Я достаточно много клея наношу и подклеиваю. Тут для кисточки остается буквально 1 миллиметр свободный. И все вот так вот прижимаю, даю закрепиться. Так, можно вот эту ниточку тоже приклеить, чтобы она не болталась. Вот так. Обязательно все подклеиваем, подстраховываемся, чтобы ничего у нас... И вот у нас получается такая конструкция. Так, вот эти все супельки от клея меня немножко раздражают. Никуда не деться от них. Теперь нам надо склеить все вместе. Как мы это делаем? Я обычно вот так держу, примеряю, смотрю, насколько, где у меня что. Вот так сразу пальчиками чувствуем. Если вдруг она вот выше, вы это почувствуете. И вот так вот как бы все это дело. Теперь беру клей, убираю ножку, потому что мне здесь много клея сразу нанести надо. И вот так вот наношу клей.
и все подклеиваю. Так, тут все есть, все. И зажимаю, даю закрепиться. Так, все у меня здесь ровно, абсолютно все ровненько. Если вдруг клей у вас вот так вот вылез, не трогаем, даем высохнуть, и затем мы все это уберем. Если мы сейчас все это будем трогать, то у нас ну, просто бархат испачкается, и потом вы уже не отдерете это все. Поэтому все это дело мы оставляем. Так, для декора я буду использовать вот такую ленту. Она у меня 6 миллиметров. Можно использовать другую. Для медальонов я использовала такую же, только она у меня 3 миллиметра. И, наверное, многие видели, у меня вот моя любимая лента. Я когда-то купила во Франции 2 рулона, вот у меня один остался. Очень хорошая лента, плотная такая, на ней тоже очень хорошо все клеить. Ну, можно использовать любую ленту. Именно для чего мы используем ленту? Для того, что когда мы будем клеить стразовую цепочку, если мы будем наносить клей сразу на ткань, может просочиться и как бы клей испачкать нам. Лента берет на себя как бы вот такие функции и все это защищает. Так, я ленту, мой клей. Так, здесь частый вопрос, какой клей у меня в тюбике. Именно в этом тюбике у меня клей Uhu Power. Вот он так вот выглядит. Вот, это универсальный клей. Очень удобный. Так, и что мы делаем дальше? Так, носик сразу почищу. Вечером, когда я ухожу, я носик не чищу, чтобы как можно плотнее там все это сидело и воздух не проходил. Теперь я наношу клей на ленту. Вот так его. Так, что там творится? Вот так его распределяю. Так, сейчас не распределяю. Так, если у вас такое же случилось, вот, не расстраиваемся. Вот видите, я не додержала до конца. Мы берем клей вот так вот. И вот хорошо, что это случилось. Как раз показываю для тех, у кого вот такое бывает. Нанесли клей и подклеиваем. Ничего страшного, что вот такое случилось. Так, а со второй стороны, вот где у меня клей вылез, я беру аккуратненько и вот так вот все. Держу ножницы наравне с заготовкой. Ни туда, ни сюда не поворачиваем, чтобы случайно не подрезать ткань. И вот таким образом мы все убираем. Так, что у нас здесь? Так, вот здесь все склеивается. Да. Да, все тут склеилось уже. Так что вот, хорошо, что у меня это, я показала, как исправить. Многие говорят, что не сразу все склеивается. Так, все у меня теперь получилось. Теперь мне нужна подставка. Подставка, вот, подставка. Использую короны для подставки. Так, называется дубль номер 2. Так, сейчас пистолет уберу. Снова наношу клей. Распределяю. И подсовываю вот сюда. Вплотную вот туда к низу заготовки. Так, даю закрепиться. Сразу подрезаю здесь необходимое мне количество. Здесь главное не подрезать вешалку. Очень аккуратно. Теперь устанавливаю. Так, там подклеилось. Так, что-то у меня там клей какой-то вылез. Тоже его надо подрезать. Вот, видите, сразу. Если что-то видите, сразу убираем. Вот, отлично. Не оставляем. Потому что потом, вот если что-то оставлять, чуть-чуть там оставил, чуть-чуть там оставил, и выходит не очень аккуратно. Все должно быть идеально. Так, устанавливаю свою иглу в подставку. И теперь наношу клей полностью на ленту. Вы заметили, что колпачок я пока не подклеиваю. Так, придерживаю и вот так вот все сюда подклеиваю. Колпачок я подклею затем, когда у меня ленты будут с двух сторон подклеены, и все это уйдет у нас туда под низ. Так, чтобы быстрее дело пошло, вот здесь в конце я ленту подклею горячим клеем. Вот.
И также мы поступаем со второй стороны. Берем ленту, наносим клей. Так, подпихиваем ее под вот туда. Так, даем закрепиться, придерживаем при этом и сразу отрезаем необходимое нам количество ленты. Так, как бы ее установить? Вот. Так, я надеюсь, все видно и все слышно. А где купить такую подставку? Короны. Я брала у Виктории тоже. Там идет целый, по-моему, 12 штук. Их сколько в комплекте, не помню. У меня их, да, 2 комплекта. И у меня постоянно, да, очень удобные подставки. Вот все на них у меня. Я и фотографирую на них, и все, и работаю на них. Так, вот здесь также подклею, чтобы побыстрее все получилось. Так, эту ленту убираем, она нам сейчас не нужна. Нет, нужна все-таки еще. Вот, у нас же делится на 4 части. Как же я так забыла? Так, иголочки тогда понадобятся. Снова я беру ленту. И теперь уже вот отсюда буду подклеивать, делить еще на 2 части. Если у вас декор, конечно, он как бы здесь идет лепнина или что-то другое, и у вас декор рассчитан только на одну часть, то это не надо делать. Но сейчас я показываю именно на 4 части. Так, подсовываем снова под низ. Я сразу вымеряю нужный мне отрезок. Так, главное вешалку не подстричь. Так, сразу высматриваю, чтобы у меня все было ровно. И закалываю. Я закалываю с одной стороны. Если вы начинающий, то лучше, наверное, закалывать вот так с 2 сторон, чтобы когда вы будете располагать ленту, вам точно было понятно, где подклеивать. Вот я покажу вариант. Вот вы убедились, что у вас все ровненько. Теперь переворачиваем и снова наносим клей. Так, с этой стороны, ага, видно, как я наношу клей. Думала, что вышла из камеры. Так, вот наносим клей. Распределяем. Придерживаем. И вот так между иголочек мы проходим. И вы видите, у нас все получается ровно. Так, тут я подклею сразу горячим клеем, чтобы все побыстрее. Иначе мы с вами тут задержимся на 2 часа. Вот одна сторона у меня есть. И, конечно, делаем другую сторону. Так, отключился мой Telegram. Рукой все время там смотрю, трогаю экран, чтобы не выключался, чтобы я видела, если вдруг ваши вопросы там есть. Да, в прямом эфире очень хорошо задавать вопросы, если вы что-то хотите спросить. Это такой хороший вариант, потому что я сразу тут все вижу. Так, мы отрезаем лишнее. Так, снова крепим иголочки. Вы тесьму не обжигаете? Обжигаю, но в данный момент у меня, вот вы видите, вот этот край я обжигаю, а здесь она уходит под колпачок, вот тут все будет закрыто, поэтому, ну, не обязательно. Вот в ходе работы, да, кстати, тоже хороший вопрос, вот хорошо, что спросили. И тоже частый вопрос, не высыхает ли у меня клей. Нет, клей у меня не успевает высыхать, я иногда его заполняю, ну, раз в 2 дня. Так, вот у меня обклеилась нижняя часть. Нижняя часть. Так, вот. Не дала закрепиться. Как я говорю, в прямом эфире может всякое случиться. Так, все. Вот таким образом. Так, убираем. Так, что-то у меня, кто-то где-то что-то мне пишет.
Так, тюбик с клеем тоже есть у Виктории. По-моему, вот я не уверена, что именно вот такой вот кончик у Виктории, но у нее есть у нее. Так, вот у нас все тут дело. Так, у меня включился кондиционер, и если вдруг что-то гудит, очень извиняюсь, отключить не могу. Так, убираем, наводим порядок на столе. Сейчас, когда у нас вот тут все подклеено, теперь мы можем приклеить верхушку. Я обычно натягиваю вот так на палец. Так. И верхушку мы будем не горизонтально по ленте, а чуть-чуть вот так под 45 градусов, чтобы у нас вот эта вот вешалка смотрела на одну из сторон. Не на ленту, а на одну из сторон. Я немножко раздвигаю вот это все, совсем чуть-чуть. Много не надо. Вот так, совсем чуть-чуть. И теперь наношу сюда клей. Вот, видите, у нас вся лента, все будет подклеено и внизу, и наверху, и ничего не должно у нас отвалиться. И вот так опускаю. Вот у меня колпачок под 45 градусов. Опускаю колпачок, беру пинцет и зажимаю. Так, чтобы не закрылось. Вот, придаю такую форму. Так, и все, натягиваю и даю закрепиться полностью. Вот, снова мусор, мусор, мусор. Так, линейку убираем. Она не нужна. Так, клей выключаем. Да, если вы перестаете пользоваться как бы клеем, сейчас мы будем работать с клеем уху. Выключаем пистолет, не держим его включенным. Так, сейчас у нас тут все высохнет, потому что нам надо обработать верхушку. Буду я использовать стразовую цепочку. Это у меня 2,5 миллиметра. Так, одна цепочка и вторая. Да что ж такое, сегодня все теряю. Во-первых, я все проспала на свете сегодня. Хотела пораньше проснуться, но не получилось. Вот, и все я тут теряю. Ага, вот еще тут цепочка. Цепочка, так, это 2 миллиметра. Работаю сразу с несколькими комплектами, поэтому у меня тут куча цепочки везде. Так, все у нас тут приклеилось. Да, теперь мы берем цепочку, напоминаю, 2,5 миллиметра, и вымеряю, вот сколько мне надо для верхушки. Ножницы не используем те, которыми вы режете ткань. Для стразовой цепочки должна быть совсем другие ножницы. Иначе, если вы будете стразовую цепочку резать теми же ножницами, они у вас быстро ступятся. И вот таких нам надо 3 штуки. 2 и 3. Так, так. Это заранее невозможно вот предусмотреть, потому что всегда колпачок чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше, поэтому, ну, в общем, вот так вот получается. Поэтому все, раз прямой эфир, значит прямой эфир. Теперь я беру клей, буду я подклеивать уху и наношу. Так, ну, выдавливайся, выдавливайся. Так, здесь главное не переборщить. Да что ж такое, не идет мой клей. Так, не поняла. Ага, вот он. Так, раз, переливала. Ладно, берем мы с вами вот эту вот. И наносим сюда клей. Я распределяю клей вот таким образом, чтобы у меня и сверху, и снизу все было в клею. Чтобы все 3 цепочки между собой как бы склеились. Все есть. Так, выбираем сторону. Вот у меня, например, здесь будет лицевая сторона. И на лицевой стороне мы подклеиваем края цепочек. Так, одну устанавливаем, 2 устанавливаем и 3 устанавливаем. Таким образом. И сейчас просто, вот у нас там все намазано клеем, мы вот так аккуратненько все прокручиваем. И цепочка у нас ложится
ровненько. Так. Здесь мы все выравниваем. Чуть-чуть клея добавляем. Так, у меня вот здесь не подклеилось. Между цепочек добавляем. И сводим все цепочки вместе. Вот я перехватила пинцетом. И все вот так поверху мы выравниваем. Вот что у нас получается. Так, для верхушки я буду использовать стразы. 16 номер. Вот он у меня. Вот. Можно использовать каплевидные, но они у меня большие, чуть больше, поэтому как бы выходят за края. Мне этого не надо. Я даю здесь немного закрепиться. Так, как бы мне сделать, чтобы не задеть ничего. И теперь буду обрабатывать вот здесь низ. Здесь у меня, можно сказать, практически все ложится идеально. Так, сейчас смотрим, где какие. Сначала мы укладываем так. Вот. Не хочется вот эту задеть. Противоположные стороны, а потом вот наверх. Вот у меня будут вот эти две стороны. Сначала я приклею вот таким образом. Так, и потом сверху вот эти две. Так, вот. Так, зацепилась. Вот, все есть. Вот. Так, устанавливаем, чтобы у нас было вот так по краю ленты. Так, и теперь мы так аккуратненько мы подлезаем и наносим клей. Вот туда. Стараемся размазать. Аккуратненько. Тоже сразу не приклеиваем, даем немного постоять, чтобы как бы клей не пополз у нас. И вот, когда у нас тут уже все есть, прижимаем одну сторону. Так, я тут приноровилась, чтобы не держать постоянно. Я иголочками прикалываю и оставляю сохнуть. Вот тут дырочки вот эти. Так, сейчас. Вот так с одной стороны и с другой стороны. Потому что если все это держать пальцами, то это очень долго. И переворачиваем вот эти стороны. Тоже укладываем ровно. И тоже их подкалываем. Потому что начнем клеить стразовую цепочку, и там тоже надо все время ждать. Поэтому, ну, в общем, как-то так. Так, у меня закрылся экран. Сейчас, секунду. Не вижу ваших вопросов, если они есть. Так, пока вопросов нету, значит, все понятно, я надеюсь. Так, все у меня тут подклеивается. Да, все подклеивается. Так, тут я ничего не зацепила, все идеально. Так, ну что ж, начнем, наверное, сейчас подклеивать стразовую цепочку. Так, чуть-чуть надо все-таки дать закрепиться. И сейчас насчет бантика. Бантик я сшила заранее. Я использовала шаблон 9 сантиметров. Вот. И лента у меня 1,5 сантиметра. Ну, я думаю, с бантиком все справятся. Много раз показываю. Шаблон тоже брала у Виктории. У меня комплект 4 штуки. Вот. Так, ну что... Да, все-таки надо прижимать чуть-чуть. Но это все надо ждать. Чтобы не испортить все, что у нас уже есть, надо чуть-чуть подождать. Все должно быть ровно. И все должно заклеиться. Да, иголочки хорошо, но все же лучше прижимать рукой. Так, подержу. Вот таким образом. Так, и ладно, пусть там все у нас подклеивается. Теперь устанавливаем игрушку и начнем работу со стразовой цепочкой.
Обычно я работаю с 2 катушками. Если у меня одна катушка, я просто вот разворачиваю там большой отрезок, потому что мне много надо будет. И вот эти 2 края я... Так, сейчас тут вот кривой вот этот один страз, надо его отрезать. И вот эти 2 края я использую сразу, как бы так удобнее работать. Как раз у нас сейчас будет здесь закрепляться, буду держать, и вот здесь будет закрепляться. Так, я наношу клей примерно 1 сантиметр и укладываю цепочку. Юла очень удобно, что здесь вот цепочка как бы задерживается, она не падает. И вторую цепочку. Все поправляю, прижимаю. Все края у нас между собой склеенные. Тоже даю закрепиться. Так, ну что, 2 минуты ждем. Есть так, все лишнее со стола выкидываем. Если есть вопросы, вот я сейчас прямо смотрю в Telegram, если есть вопросы, спрашивайте. Вот, по ходу дела сейчас буду так придержу. Да, все-таки здесь вот надо все это держать. Так, меня видно? Так, что-то случилось. Не могу понять, что. Так, девочки, сейчас, секунду. Сейчас разберусь. Звук пропал. Что же случилось? Что же случилось? Так, трансляция идет, не идет, не вижу сама ничего. Так, не видно. Угу. Так, продолжить. Так, девочки, видно сейчас? Что-то случилось? Не могу понять. Так, Наталья, похоже... Так, в России YouTube отключают. Так, сейчас разберусь тут. Так, меня видно сейчас? Слышно? Что-то случилось со связью. В России, да, отключают YouTube. Мы сейчас работаем с Викторией. Ага, все, отлично. Вот бывает перебой. С Викторией работаем. И еще один человек у нас работает над еще одним телеграм-каналом, где будут видео с YouTube. Сейчас там идет работа. Все это скачивается уже 1,5 месяца. Будут ролики там 3 года, когда я там начинала назад, 4 года назад, именно по елочным игрушкам, поэтому будет. Мы сейчас над этим работаем. Так, сейчас меня снова не видно? Вас не видно. Ага, все стерли, значит, все видно. Так, подклеиваем вот здесь. Я вот так медленно двигаюсь. И сейчас покажу, что же здесь мы делаем. Так, убираем иголочку. Здесь вот у нас идет так углом, и мы также будем подклеивать цепочку. Вот отрезаем на одно звено больше, чтобы вот подклеить ее углом. Хотя тут большой. Так, сейчас еще вот эту сторону измерю. Да, так, сейчас покажу. Вот таким образом. Вот не впритык, а вы видите, вот тут она как бы опускается чуть-чуть ниже, чтобы повторить вот эту вот форму нашей филиграни. Потом вот так в сторону. И вот подклеиваем. Она чуть-чуть вот опускается ниже, чем вот
Так, вот так. Все выравниваем, чтобы у нас все ровно было по цепочке. И вот одна часть у нас приклеена. Так, здесь у меня еще все не подклеилось. Ну что ж такое? Так, прямой эфир, прямой эфир. Так, снова видно. Все отлично, что меня видно. Так, как бы ее... Все. И обычно, когда вы работаете, даем всему закрепиться, чтобы все это дело у нас хорошо держалось. Но в любом случае вот здесь у меня еще не подклеилось, но это все подклеится. Теперь я закреплю цепочку вот здесь. Так, сейчас, чтобы не зацепить. Не зацепить. Так, экран. Так, я в эфире, в экране, не вышла за экран. Так, и снова. Иногда задают вопрос, сколько занимает времени на одну игрушку. Вот сегодня в прямом эфире, как бы я стараюсь, конечно, побыстрее, но будет возможность это оценить. Но я одну игрушку редко делаю. У меня тут и обтягивается, и бантики шьются, и что-то клеится, и все это делается одновременно. Как-то, но бывают такие дни, что у меня или целый день у меня идет подготовка, или целый день у меня бантики, хотя бантики целый день это много будет бантиков. Вот, постоянно что-то происходит. Вот, недавно я тут вчера выставила новую медальон, и вот также обработала низ. Посмотрите, как красиво. Вот, я вообще в восторге, почему я раньше не додумалась, вот, именно вот эти квадратики так использовать. Вы помните, я также эти квадратики использовала на верхушку. Можно, да, использовать, красиво получается, но вот именно вот с такой обработкой, когда там мало места, лучше, конечно, стразы. Так, это я высыпала стразы для верхушки, у меня это 16 номер, обычно использую 20, но именно здесь вот маленькая такая верхушка, вот, и буду использовать именно 16. Ну что ж, пока у меня там подклеивается, будем подклеивать здесь. Все делается одновременно. И, конечно, чтобы все это показать. Так, наносим клей на стразовую цепочку с этой внешней стороны, также, чтобы у нас как бы все стразы приклеились. И вот так по кругу начинаю располагать стразы. Заполняем вот эти все места, чтобы верхушка у нас тоже была красивая. Как бы надо ее украсить. У меня очень много вариантов разных украшения именно верхушки. Каждый раз я стараюсь придумать что-то новое. Так, сейчас все подвинем, чтобы все стразы у нас ровно легли в ряд. Так, есть. И теперь вот тут заполняем серединку. И вот здесь с одной стороны и с другой стороны. Так, наверное, надо чуть-чуть клея добавить. Есть. Все. Так, теперь вот так пальчиком все выправляем, чтобы у нас все ровно легло. И прижимаем. Так, все, есть. Эти стразы можно убирать. И продолжаем теперь вот здесь. Так, когда мы клеим стразовую цепочку, игрушку не держим за стразовую цепочку, держим за ткань. Иначе, если у нас там что-то не закрепилось, может все это поплыть, и это будет трудно исправить. Поэтому держим за ткань. Так, придерживаю. Тут я вымеряю, сколько мне цепочки надо. Так, одна часть. Вторая часть. Так, иголочку я пока уберу, хотя там не все склеилось. Но ничего. Я потом после эфира все прижму, и все подклеится.
именно вот на подготовку, вот это перед тем, как подклеить стразы, все вот это вот столько времени уходит, что вот это самый такой объемная часть работы. Так, вторая часть у нас тоже подклеена. Снова устанавливаем. Так, уберу иголочки, они мне мешают. Как бы все расположить. Так, располагаем так, чтобы не опиралась на цепочку, чтобы она там спокойно подклеивалась. Так, следующее. Снова 2 края цепочки. Один, второй. Когда я работаю без камеры, тогда у меня вот как бы нету тут камеры, все это лучше я там вижу. Сейчас все чуть ли не на ощупь надо делать, потому что камера перед носом. Так, снова нам надо дать закрепиться. Даже не знаю, что вам еще рассказать и показать. У меня есть новиночка. Так, где она? Где она? Вот. Будем делать цветы на елку. Вот я тут уже подготовила лепестки. Вот такие интересные лепестки будут. Будут огромные цветы на елку. Так что тоже покажу. Вот, так что вы узнаете об этом первыми. Пока еще никто об этом не знает. Ну, кроме моих родных, которые тут у меня иногда показываются в мастерской. В мастерской говорят, что тут кинули бомбу. Это точно так. Я вам показывала, когда тут было все чисто. Конечно, как это называют, творческий беспорядок. Главное, чтобы это не выходил вот этот беспорядок за пределы мастерской. Я стараюсь, все за пределами мастерской чисто, красиво убрано. А вот в мастерской тут творится такое. Ну и могу сказать, что именно вот в этом творческом беспорядке я все нахожу. А как только наведу порядок, то потом большую часть времени уходит на наведение, на того, чтобы найти то, что я как бы куда-то положила, чтобы найти. Так, снова мы вот так все проклеиваем. И у нас вот все тут подводим, чтобы все у нас идеально было. Цепочку я примерно располагаю на расстоянии 1 миллиметра друг от друга, а потом вот пальчиками все это свожу. Так, снова мне надо как-то вот так. И еще вот эту часть надо подклеить. Так, второй конец, вот он. Сейчас, пока вот это будет подклеиваться, я включу пистолет, потому что следующий этап у нас бантик. Надо будет подклеивать бантик и филигрань. Так, вот я дам закрепиться тут. Так, сейчас на эту сторону, чтобы не упало. Все прижимаем. Так, я сейчас подготовлю пистолет горячий. Сейчас я залезу под стол, включу его. Так, я тут снова. Так, и вот у меня тут уже подготовлена страза, которую я буду использовать. Так, вот здесь у меня мелкие стразы и филигрань. Часто задают вопрос тоже, какого размера филигрань. Я уже наизусть знаю 80 на 35. Вот такая вот филигрань. Вот и пока там подклеивается, сейчас мы с вами сделаем вот согнем филигрань. Вот эту часть я сгибаю, пальчик под низ подкладываю, вот такой прямо сильный-сильный угол, он прямо ложится на заготовку. А с этой стороны вот так выгибаю. И получается вот такая вот волна. Так, ладно, с волной. Так, это у меня тут. Волна у нас есть, все тут подклеилось. Так, вот тут не совсем подклеилось.
Все всегда проверяем, чтобы все края у нас все было идеально подклеено. Теперь я придерживаю пальцем. Вот вы заметили, я не держусь за стразовую цепочку, только держу цепочку, которую клею. Таким образом. Так, снова отрезаем лишнее. Так, одна сторона и другая сторона. И все подклеиваем. Вот таким образом. Вот у нас. Так, сейчас проверяю. Ничего нигде не сместилось. Ну что ж, вот мы с вами на полпути уже. Так, вот эта часть у меня тут не подклеилась, но это я буду подклеивать уже после эфира. Иначе тут будем долго. Убираем лишнее. Так, лицевая сторона. Лицевая сторона у нас там, где вот ровненько смотрит петля. Так, как бы все положить аккуратно, чтобы ничего не сместилось. Так, сразу сейчас подготовлю иголочку с ниткой, чтобы все прошить. Пока у меня там все закрепляется, тогда убираю все лишние стразы. Надо все всегда со стола сразу убирать, иначе это потом все смешивается с мусором. Поэтому все всегда наводим порядок. Так, наверное, много уходит цепочки на одно изделие. Какой метраж цепочки на одной бобине? На одной бобине идет 10 ярдов. Это примерно 9,1 метра. Да, цепочка расходуется. Я как-то показывала в Инстаграм. В бобины у меня лежали много-много материалов, как бы много заготовок. И я показывала, сколько же цепочки уходит. Да, действительно, цепочки уходит много, но как бы цепочка очень хорошо смотрится. Также можно использовать стразовое полотно. Я сейчас жду посылочку от Виктории. Придет мне новое стразовое полотно. Конечно же, покажу. Я уже заказала у нее, по-моему, 10 цветов бархата, 10 цветов шелка и все прибамбасы к нему. Я прямо жду, не дождусь, как я говорю, 30 килограмм счастья. Вот, так что очень-очень жду. Так, я надеюсь, у меня тут все подклеилось. Ладно, будем продолжать работу. Так, клей у меня нагрелся. Нет, еще не нагрелся. Нагревается. Так, всем привет. Мне удалось найти. Так, не могу дочитать. Так, повторите, пожалуйста, страза, которые на колпачке. Так, страза на колпачке. Так, чтобы видеть. Это у меня идет 16 номер. Вот такой вот. Так, нам тоже покажите, пожалуйста. Так, кто-то что-то там... мне удалось найти видео. Видео в ленте. Прошлый прямой эфир, я не была уверена, что он сохранился, но я его нашла. Вот, поэтому посмотрите в ленте выше, там такая черная вставка и моя фотография. Это прошлый прямой эфир. Так, ну что у нас с пистолетом? Да что ж такое-то? Так, у меня он не выскочил из розетки. Нет, не выскочил. Все окей, ждем. Тогда ждем. Так, двигаю свой стол. Так, ну что ж такое, вот, пистолет нагрелся, наношу клей. Я наношу достаточно много, чтобы у меня все... И вот так бантик садим сверху. И сразу прижимаем, чтобы нижняя часть бантика прикрепилась к верхушке. Держим, держим. Мне тоже все покажите. Так, не поняла, что именно. Насчет видеоурока прошлого, я имею в виду прямой трансляции, уже рассказала. В ленте должно быть чуть выше. Так, что у нас тут? Угу, все вроде бы на месте.
ничего не поранили. Так, теперь мы с вами берем филигрань. Вот она у нас тут. Так, вот тут чуть-чуть отгибаем назад. Все ложится. Берем иголку с ниткой. Наталья, девочки спрашивают за медальоны с картинками. Да, делала, собираюсь делать. Заказала красивые картинки. Надеюсь, придут. Будут. Так, Наталья, ссылка будет для обращения к Виктории за материала. Да, ссылка на телеграм-канал Виктории я часто дублирую, она есть, как бы, поэтому, так, если у кого есть возможность, девчонки, кто знает Викторию, канал, я имею в виду, скиньте ссылку, и мне сейчас руки заняты. Вот я укладываю филигрань, и если раньше я пришивала филигрань сверху, то сейчас я пришиваю ее снизу, именно на юле. Хотя и на шарах тоже так удобнее. Почему? Потому что вот здесь я укладываю, все у меня упирается. Вот смотрите, чтобы вот эта часть не торчала в другую сторону, а все упиралось. И придерживаю, вот за цепочку я не держусь, вы видите, вот все. Придерживаю крепко филигрань. Раньше я пришивала здесь, и она немножко у меня уходила, бегала туда-сюда. Сейчас начинаем пришивать снизу. Вот у меня иголка чуть-чуть согнута, это меня помогает вот сразу проходить как бы именно филигрань. Убираем узел под низ, проходим сверху через филигрань. Вот в этом месте я прохожу как бы туда-сюда 2 раза, а потом уже... Так, моя иголка, так, нет, вот здесь-то должна выйти. Вот она, все есть. Так, снова выхожу вот через вот эту. Всегда все шьем параллельно. Так, вот тут оно у меня не параллельно. И теперь через нижнюю часть выхожу как бы чуть-чуть выше. Вот. Вышла. В эту же дырочку на другой стороне. Снова через нижнюю ткань еще чуть-чуть выше перебираюсь иголкой. Вот, теперь я уже тут вышла. Так, сейчас, чтобы удобно было. Вот таким образом. Так, я имею в виду товар, который вы ждете от Виктории. Да, у Виктории все можно заказать у нее в телеграм-канале, написать, там каталоги, все есть у нее, посмотреть. Немножко надо посидеть, поразбираться, но когда вы разберетесь, вы все поймете. Можно ей написать, если какие-то вопросы. Правда, сейчас у нее полный завал. Если вы пишете, она вам несколько дней не отвечает, не переживайте, она потом все просматривает. Вот теперь я перебираюсь ближе к верхушке. И вот я тут несколько раз как бы прошиваю. Так. Шьем всегда вот так все параллельно. Если в какое-то отверстие мы заходим, выходим, то в это же отверстие напротив опять заходим. Ну и вот сюда я еще пришью наверху. Так, сразу не могу попасть. Вот, попала. Насчет пришивания филиграни. Обязательно пришиваем. Хотя многие, я тоже просматриваю YouTube-канал, конечно, многие говорят, хватает просто приклеить. Да, может быть, просто приклеить филигрань хватает, но и она у вас не отвалится, не спорю. Но когда вы ее загружаете стразами, то, конечно, лучше все это подстраховаться и лучше ее пришивать, в общем. Так, вот я пришила. Теперь я нитку с иголкой куда-то вот там вниз увожу. И лишнее вот это все подрезаем вот так из-под низа. Там ничего не будет видно. Так, филигрань у нас пришита. Так, сейчас проверим, не сдвинулась или нет. Все идеально у меня. Так, иголку убираю. Да, вот ссылка на ее канал. Вот, прислали. Так, ну что делаем дальше? Обычно надо все это, конечно, оставлять, чтобы все подсохло, но
я не буду оставлять, будем работать сейчас. Так, низ буду украшать в последнюю очередь, так как у меня вот здесь как бы все это держится. Буду как бы в последнюю очередь, чтобы не зацепить. Так, высыпаю подготовленные стразы. Беру клей. Где моя палочка для клея? Потерялась моя палочка для клея. Постоянно палочки теряю. Где же они? Так, где же? Сейчас вернусь. Так, с палочкой. Вот, нет, это не моя палочка. Так, девочки, потеряла палочку. Так, сейчас достану палочку из комплекта. Так, из комплекта. Вот он. Да, кстати, в моих маленьких комплектах вот такой клей. И сразу и палочка. Ну что ж, сегодня вскроем один комплект. Палочку достанем. Палочка нам нужна. Так, сразу у меня здесь высыпаю такие каплевидные стразы. Так, карандаш, прежде чем использовать, всегда чуть-чуть подтачиваем. Вот я сейчас прямо это сделаю. Я его точу каждый день, потому что если он чуть-чуть постоит, то потом как бы он... Так, пистолет надо выключить. Выключаем. Он не совсем цепляет, как бы край не совсем цепляет все стразы. Поэтому так, Виктория высший сорт и первый сорт заготовки есть принципиальная разница. Так, если вы обтягиваете бархатом, вот как в данном случае, заготовки закрыты, можете брать заготовки, так сказать, не высшего сорта, потому что их все равно не видно. Вы их прикрыли, все, ничего не видно. Если вы делаете прозрачные игрушки, я имею в виду вот фатин, где вот все это видно, то, конечно, лучше взять тогда высший сорт. Почему? Потому что они прозрачные. Если вот этот... Другие заготовки могут быть чуть-чуть поцарапанные, чуть-чуть где-то осколотые там, вот, то если вы делаете прозрачные, то, конечно, лучше брать целые. И все равно, как бы при транспортировке, когда это приходит большой объем, все это немножко где-то коцается, где-то и приходится разбирать, что хорошего качества, что не очень. Поэтому, в общем, вот так получается. Так, теперь я беру, так, раз, два, три. Так, чего-то у меня тут одного стразина не хватает. Так, сейчас еще раз проверим. Раз, три. Да, одной стразина не хватает. Так, секунду. Ну вот, всегда где-то что-то теряется. Вроде бы выкладывала. Возможно, я схватила что-то для другого. Пока работала для чего-то другого. Так, тут нету, есть. Вот тут маленькая. Ну вот, вроде бы все подбирала, но, как всегда... Так, или они тут все? 7 штук должно быть. Раз, два, три. Нет, 6 штук. 6. Так, вот 7-я. Есть она. Все, нашли. Все нашли. Ну и начинаем работать. Я беру клей. Палочкой очень удобно его наносить. Наносим по чуть-чуть, чтобы чувствовать, сколько клея мы наносим. Этот клей достаточно густой, и на него можно сразу клеить стразы. Так, вот. Так, что там написали? У меня не открывается ничего. Девочки, не знаю. Должно все открываться. Все. Так, все. Вроде бы я сегодня с утра все пересмотрела. Беру теперь вот так. Чуть ниже наношу клей. Здесь очень удобно. Филигрань прямо садится на... стразы садятся прямо на филигрань. Вот так наносим клей. Так, сейчас, вот сюда и вот сюда. Так, все у нас ровненько. В идеале тоже надо дать всему это закрепиться. Так, где его можно приобрести? Вот этот клей, крем, вы имеете в виду? Если этот клей, я его здесь покупаю в Америке.
Отослала немного клея Виктории. Вот, клей могу сказать, что хороший, но именно американского производства. Я покупала этот клей в Китае, когда начинала, и так получилось, что через какое-то время он почему-то желтеет. Так, теперь боковинки я клею вот такие каплевидные стразы. Поэтому вот клей, конечно, не дешевый. Этот тюбик, если вот на Амазоне смотреть, он стоит где-то 12 евро. Вот. Я беру чуть побольше, ну, как я беру много их, поэтому мне выходит дешевле. Но клей супер. Так, теперь вот сюда наносим клей. Могу сказать, что после приклеивания этим клеем стразы не оторвать, и когда они высохнут. Поэтому вот я всегда говорю, что если вы начинаете работать со стразами, то сразу от и до делайте работу, потому что потом, если все это высохнет, вы ничего не оторвете. В Америке он продается, на Амазоне его можно купить. Вот. А, конечно, если где-то его там доставать, то, ну, вот в прошлый раз я приезжала в Европу, привозила девчонкам. Привозила и не думала, что так быстро, не то, что быстро, я привозила на заказ, да, и как бы потом еще спрашивали, но у меня уже его не было. В следующий раз я приеду в конце, после 20 ноября, поэтому если вдруг кому надо, пишите. Я в чемодан закину. Так, а цвет страз называется это шампань. Я его называю шампань, хотя Gold Shadow его называют. Это золотой тень. Да, по-моему, правильно я перевела. Вот, очень красивый цвет, да, мне тоже нравится. Так, и теперь будем вот эти пустые места украшать вот эти стразы. У меня такие 5 на 9 размер. Они у меня универсальные, я их подклеиваю везде, потому что у меня они вот разных цветов, и именно под цвет, который я работаю, я всегда заполняю все пустые места. Ими очень такие, они универсальные, как бы работать с ними, ну, одно удовольствие. И все вот эти пустые места, все можно всегда закрыть, прикрыть. В общем, вот так вот. Такие спасательные стразы, вот они как бы должны быть в наличии, я думаю, у всех. Вот, они спасают, все прикрывают, все. Вот. Так, меня видно, видно. Все время боюсь уйти из экрана, вот, потому что камера вот так стоит немножко, ну, вот. Так, наносим палочкой клей и палочку вот как будто перекручиваем и надавливаем. Тогда у вас не пойдет вот эта полосочка. Так, и вот. Вот вы видите, получается вот такая красота. Так, и теперь сверху вот здесь делаем декор. Одну стразину. У меня все приклеивается острием как бы к рисунку, но можно приклеивать наоборот. Это кому как нравится. Так, вот сюда немного клея. И сюда немного клея. Так, что это за карандаш? Карандаш это парафиновый карандаш. Очень облегчает работу. Да, так, там клей не нанесла до конца. Именно в работе со стразами это вообще незаменимая вещь. Поэтому, как бы, да, без него никуда. Так, ну что ж, вот тут у меня все. Это теперь еще одни стразы между ними, чтобы вот эти пустые места заполнить. Так, сейчас сдвину чуть-чуть. Вот. И, конечно, когда мы все вот это украсим, перед тем, как уже оставить сохнуть полностью игрушку, будем смотреть стразы. Надо все поправить, потому что, как я уже говорила, когда все это высохнет, вы ничего не поправите. Уже все придется отдирать зубами. Так, вот я сразу вижу, что у меня тут чуть-чуть криво, поэтому сразу все поправляем. Так, и также мы оформляем низ. Вот сюда. Так, сразу нанесу клей вот сюда. Так, про карандаш сказала.
Так. Наталья, каким еще клеем можно клеить стразы? Я раньше клеила уху, тоже очень хорошо клеит все это дело. Никаких это, просто уху надо немного дольше ждать, чтобы он загустел. А вот на этот можно сразу клеить, он гуще, и поэтому никуда ничего не плывет. Ювелирный клей. Я когда-то, у меня на канале есть видео, я показывала ювелирный клей немецкий, по-моему, Ранхау, немецкая фирма, по-моему, так она называется. Вот. Ювелирный клей тоже идеально как бы подходит, вот, поэтому тоже им можно работать. Так, тюбик я закрываю, это я убираю. И вот что я теперь говорила. Мы берем вот так игрушку перед собой и все поправляем. Потому что пока здесь все свежее, можно все поправить. Потом уже все. И вот так все это дело мы тут выравниваем. Если что надо, прижимаем. И вот что у меня получилось. Так, сейчас буду оформлять низ. Вот мой низ. Так, покажу вам одну часть, потому что, чтобы все это сделать, это надо вот держать кисточку, чтобы она не передвигала камни. Так, в любом случае, так, как бы. Вот так вот. Все, надеюсь, там ничего не поранится нигде. Так, снова я беру тогда клей. И здесь у меня будут 3 вот такие капли приклеены. Так, сейчас сразу отложу. Одна у меня будет острием кверху. Вот как раз как у нас идет филигрань, будет острие очень так гармонично, как бы удлиняет вот эту филигрань. Очень хорошо смотрится. Нанесла клей и беру вот. Поэтому мы клеили, чтобы у нас расходилась чуть-чуть цепочка. И вот идеально садится этот страз. Еще 2 стразины, вот у меня чуть пониже будут. Тоже острием кверху. Так. Нанесла клей. Так, что там творится? Я титаником клею. Есть момент. Да, момент есть. Я, кстати, еще использую кристалл. Да, вот, кстати, момент кристалл. Тоже очень хорошо с ней работать, но у нас его нету. Это у меня уже последние там остались. Мне, конечно, прислали девочки в Испанию посылку, но я до сих пор ее не получила. Уже 3 месяца. Вот, поэтому, в общем, разборки идут. Никак не это. Я уже улетела из Испании, а посылка моя еще все на таможне. Так, сейчас покажу, как это получается. Так, вот. Вы видите, острием кверху и установили еще 2 стразины. И, конечно, все это подклеиваем на остальные. Так, сейчас вот это укладываю сохнуть и покажу вам готовый вариант. Вот, готовый вариант. Уже многие его видели. Мне очень нравится, особенно вот этот низ, где кисточка, он просто смотрится шикарно. Вот, когда он оформлен со всех сторон, можно увидеть, какая красота. Ну что ж, сегодня так, по медальону урок есть. И вот я думаю, по этому медальону трансляция нужна или уже разберетесь сами. Вот, как бы урок на канале есть. Если будет время, могу это сделать. Вот, ну, наверное, на сегодня все. Сейчас опять буду разбираться, как сохранить эфир, чтобы выложить его в... Надеюсь, первая часть... Так, вижу, что нужно. Первая часть сохранилась перед помехами. Что-то там было, куда-то я вылетела из зоны. Вот. Ну что ж, всем спасибо, кто со мной был. Так, нужно. Спасибо большое. Да, вам тоже спасибо, очень приятно. Я иногда выхожу в эфир несанкционированно, так скажем, без предупреждения.
Просто мне иногда скучно одной работать, и вот мне хочется делиться. Поэтому бывают и такие. Теперь я уже научилась сохранять, и поэтому эфиры, которые даже вы не увидите, я смогу выкладывать, вы сможете посмотреть чуть позже. Ну что ж, все укладываю. Всем творческих успехов. Если, конечно, есть вопросы, пишите и в Телеграм-канал, и в Инстаграм, и в ТикТоке я есть, и, конечно, на Ютуб-канал. И вот в Одноклассниках. Тоже не успеваю все всегда всем ответить, но захожу время от времени туда, читаю комментарии. Спасибо всем, очень приятно. Так, как же теперь выключить? Ладно, все, я прощаюсь. Если тут что-то еще будет происходить, то все, я уже попрощалась. Сейчас буду искать вариант, как все это сохранить. Так, останавливаем трансляцию. Завершить трансляцию. Так,